Для замера давления в топливной системе нам пригодится манометр. Я выкручиваю ниппель из манометра, потому что нам нужно не максимальное значение давления, а текущее. Затем надеваю топливный шланг и закрепляю его хомутом. Для дальнейшей диагностики необходимо сбросить топливное давление. Для этого отключаем штекер, идущий к бензонасосу, и заводим автомобиль. Ждем, пока он сам заглохнет, после этого давление сброшено. Затем перемещаемся под капот автомобиля, находим край топливной рампы, снимаем пластмассовый наконечник и откручиваем ниппель. Так как мы сбросили давление топлива, много бензина вылиться не должно. Подключаем шланг манометра к топливной системе и закрепляем его хомутом. Перед тем, как заводить автомобиль, убеждаемся в надежности соединения. Теперь нужно провести несколько тестов. Сначала просто включаем зажигание и ждем, пока насос накачает давление. Если давление топлива, как на видео, поднимается, но затем опускается, это значит, что топливная система не герметична, либо неисправен регулятор давления. Если давление не доходит до нормы, но держится стабильно, то дело, скорее всего, либо в бензонасосе, либо в загрязненной топливной системе, либо в регуляторе давления. Топливная система исправна в том случае, если давление доходит до нормального значения и сохраняется при заведении и повышении оборотов двигателя. Первым делом необходимо осмотреть все топливные трубки и соединения на предмет течи. Стоит обратить большое внимание на места крепления манометра к топливной рампе. Также система может быть не герметична в месте соединения топливной рампы со шлангом подачи топлива, в местах соединения наружного топливного фильтра и в соединении бензонасоса с топливными трубками. Для проверки регулятора давления и соединений трубок внутри бензобака нам нужно соединить автомобильный компрессор с топливной системой. Для этого нам пригодится обычный сосок от колеса. Выкручиваем из него ниппель и вставляем в топливный шланг, закрепляя хомутом. Должно получиться вот такое соединение. Теперь мы можем просто прикрутить компрессор к трубке. Возвращаемся в машину к бензобаку. Отсоединяем шланг подачи топлива и подключаем наш компрессор. Закрепляем соединение хомутом. С помощью создания давления в системе подачи топлива будет произведена проверка на герметичность соединений бензонасоса внутри бензобака. Необходимо компрессором накачать давление около 4 мегапаскаль и следить за показаниями манометра. Если давление будет сохраняться в течение долгого времени, то система герметична. Внимание! Накачивать давление нужно аккуратно, так как создание давления, сильно превышающего нормальное значение, может нарушить герметичность системы. После проверки на герметичность произведем проверку регулятора давления. Для этого подключим компрессор ко второй трубке. Снова накачиваем давление. Регулятор должен сбросить лишнее давление в бензобак. После выключения компрессора на манометре должно установиться примерно 3,8-4. Если полученное давление выше или ниже нормы, регулятор необходимо заменить.